Did you ever break the law? Depends on what laws we're talking about. Перечисли твоих любимых героев бригады. Космос. Если бы у тебя было русское имя. Юлий Дуда. Без обид, Юры Дуды. You played Kровосток in front of your mom and dad? Are you okay? Do you need help? Здравствуйте. Меня зовут Конор Youngblood. Всем привет! Это Юля Майорова, я фотограф, и, как видите, сегодня у нас необычный герой. Его зовут Конор Youngblood, и он талантливый американский инди-музыкант и композитор, и вы даже могли слышать его музыку в разных фильмах и сериалах, например, в «Анатомии страсти». Но я почти уверена, что вы не знаете его в лицо, и еще больше уверена, что вы не знаете, что он учит русский и даже говорит на нем. Это жиза. Мы познакомились на съемке в далеком 23-м году, и первое, что мне сказал Конор, когда я открыла ему дверь, было «Чё кого?». И вот, спустя пару лет, когда я отошла от шока, мы предложили Конору поехать в роуд-трип в национальный парк Секвойя, посмотреть на тысячелетние деревья, пожарить сосиски на костре и снять новый выпуск «Шотов в Мэйо», который он, кстати, любит и смотрит. И если вы нас тоже любите и смотрите, поставьте нам, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Так мы сможем чаще выпускать видео. Спасибо и приятного просмотра. Можно использовать мат в этой программе? Да. Да, хорошо. Какой твой любимый? Да. Все остальное. Для выпуска что-то в Мэйо сойдет. В общем, даже я бы сказала, что это в каком-то смысле в бренде. Это Калифорния вариант шашлык. Первый раз я был в России много-много лет назад. Мы с семьей, когда я был молодой, в детстве, 20 лет назад, мы были в Питере и в Москве. Я музыкант, я работаю музыкантом, и был это клип, музыкальное видео с Лады, это машина. И я заметил много блогов, как в ВКонтакте, как в репост, я не знаю, как репост по-русски. И я решил, хорошо, я хочу изучать русский язык, чтобы играть концерты в России. Я думал, что хорошо, у меня есть фанат. Немного фанатов, но несколько фанатов еще. И, может быть, это просто первый шаг. Я попробую изучать русский язык. Но... В основном люди не озадачиваются этим вопросом вне России и не решают выучить русский просто потому, что им хотелось бы. Знаешь, что, кстати, сказала бы? Что мы как-то так сели, что мы выглядим как бомжи. Бомжи? Да. Just lean each other. Yeah, like this. Мы с Конором приехали сниматься в парк Секвойя. И мы нашли, кажется, лучшее место, чтобы остановиться в парке Секвойя, а именно автокэмп. Автокэмп по-нашему. И это такой фэнси глэмпинг с эйрстримами. То есть реально с вот такими трейлерами, где вы хотите сделать вид, что вы на природе и кемпите по-настоящему, но моральной силы у вас на это нет. В общем, супер красиво. Хорошее настроение. Да, и у нас хорошее настроение, потому что как может быть плохое настроение? Мы в одном из самых красивых национальных парков в Америке. Ну, Ты это думаешь, что спорно. самый красивый? Я думаю, один из. Ну, все-таки там деревья с Ты когда эти не был в сумасшедшие. Badlands? Нет. Это самый красивый. Ну, ты не рушишь мое ощущение, что я была во всем самом красивом. Скоя, самый охуенный парк в США. I've noticed that you curse in Russian oftentimes. I try not to. I do a lot, but it depends on the mood. But I have already cursed a lot with you guys today, and I have a couple different Russian teachers. One always gets really disappointed in me every time I curse. One is the one teaching me all the curse words. Try to find that balance between formal, beautiful Russian and the fun stuff. But this is how you learn, you know, this is how you get closer to the culture sometimes. Exactly. Because it is embodied in, you know,
Exactly. culture. You need it all. Let's imagine a scenario where you just, I don't know, dropped something. What would be the first, Blah. like, I mean, Blah. this is the first that comes to your mind, not First thing. fuck. So, No, really? seriously? Yeah. Blat has kind of started to replace. There's this Danish word that I've used. There's a few Danish words I use as my natural reaction. I've been learning Danish for like 12, 13 years, teaching it. And then Russian started slowly replacing some of my natural and blat is number one on the fuck. Like, it is my new fuck. Isn't this magical? Осторожно, that one every now and then pops out naturally. Okay. The other day, I'm at home, my mom knocks on the door and I said, da. I said, she woke me up and da came out of my mouth. This is so, Seriously. This is so Yeah. interesting. I think I'm running out of space in my brain. I feel like Russian actually is just erasing Yeah. bits by bit. Yeah. It definitely takes up the most just brain energy. It's tough. Maybe that's why we Russians look so tired and like so Seriously. exhausted and angry all the time. It takes up a lot of batteries. It's heavy. Tell me about the Russian music you're listening to. Who's your like favorite? You've shown me a lot of stuff. I have actually. That one, the True. first time we had a photo shoot, everyone from Antoha MC to Mujus to Krovstok. Krovostok. Oh my gosh, Krovostok. yes. That, and the more I learn those lyrics, the more I don't play that in front of my mom or dad. You played No. Krovostok in front of your mom and dad? They've heard it. My mom and my family's, they're involved in my Russian journey with me. They don't know what's going on half the time, but like my sister watched that vampire show with me. Yeah. And then Krovostok, mom, they don't know what's happening in the lyrics. They don't know what's going on. That song Amphibian. I don't know if your parents are gonna watch this video, but they Probably. better Definitely. not know what's happening in Krovostok lyrics because it's pretty insane. Fun fact about Krovostok that like those are like really intelligent dudes. They're like poets, and they're like so sophisticated yet grounded in a good way. But the lyrics they're like personas are as if they were criminals or whatever, but they're not even close. But the lyrics are so organic and natural that you're buying it. And people who are actually, I mean, more associated with those kind of people, they are validating it in a way. And like Krovostok is, I mean, they're the greats. But that's so crazy that you listen to them because this is like one of the weirdest bands to listen in front of your American mom and dad. Okay, so while we're on the record, did you ever break the law? I guess so. Drinking underage. You can use commas and everything. No, I don't know. But no, maybe it's it depends on what laws we're talking about. Federal, state laws. Преступник. Connor. Yeah, I don't know. I wouldn't be Connor too happy. Преступник. Connor Преступник. Oh my God, that sounds like a Russian nickname, like a Russian stage name. Конор Преступник. Как Конор Разбойник. Actually sounds pretty cool. Okay, What could you picture me in prison? I don't think I like it. I don't. hold on. Let me. Well, yeah. I mean, visually, если бы тебе нужно было выбрать русское имя, Другая. да. Не Конор Преступник, но. не Конор Преступник, не stage name, а просто в паспортном столе ты почему-то получаешь паспорт и выбираешь имя. Либо Бачо или Сослан. Сослан. Я думаю, что Сослан это Осторожно. Бачо, помогай! Сослан! Да? Sorry, я так удивилась Да, просто. это работа. Я герой. Ты герой, реально. И Конор Преступник стал героем. Это классика.
Ни разу не слышала. Но ни разу не слышала, но- Сослан, Бачо. Я думаю, что Саша это очень популярно, но мне очень нравится. Саша нравится тебе, как звучит? Саша, да. Саша классное имя. Саша. Знаешь, что еще круче звучит? Саша Youngblood. Сильный. Я думаю, что даже ты не сможешь себе ВКонтакте отвоевать Саша Youngblood ник, потому что наверняка кто-то уже назвался. Какой-то Саня уже назвался вообще-то Youngblood'ом, потому что это круто звучит. И ты даже не будешь первым, скорее всего. Ага, вот, класс. Стой. Во, отлично. Раз. Перечислю твоих любимых героев бригады в порядке... Космос. Да. Окей, а в порядке убивания? Первое, второе, третье место. Белый. Космос. И потом, это, как оно, ему зовут, это как, я не знаю, он который... Пчела. Пчела, хорошо. Пчела. Это пчела. Так. Мне кажется, топ хороший. Из того, насколько... Космос номер один. Космос, ну, конечно, номер один. Номер один. Окей, все-таки не Космос белый. номер один, Окей. не белый. Космос Хорошо. белый и все остальное. Вот этот наш. Пойдем, нас выгонят какие-то люди, которые по-настоящему там живут сейчас. Сейчас. Просто заходим под дурака. Ты знаешь фразу «под дурака»? Как дурак. Нет, под дурака это значит, типа, я не понимаю, что происходит. Хорошо. Типа, играешь delusion, как бы. Как сказать, это тип человека, который любит птицы. Like bird watcher, Да, is that what you mean? да. Я не знаю, есть ли в российском вообще, есть ли в русском языке это- слово bird watcher. Это я. Это ты реально смотришь в бинокль птичек. Я готов. Oh, that's badass. Как сказать woodpecker по-русски? Дятел. Дятел. Класс. Дятел, кстати, это еще обзывательство, ты знаешь? О, А дашь посмотреть? держишь? Да, хочу, конечно. Я так вообще, вот это я ни разу в жизни не делала. Если с палаткой Давай. какие-то грустные были у меня эти попытки, то... О, вау. О, это очень прикольно. Смешно головой делает. Знаешь Юрия Дудя? Юлий Нет. Это такой один из самых популярных YouTube-каналов на русском языке. Юлий Дуда. Юрий. Юрий. Юлий Да. Юрий. Юрий Дуда. Я большой фанат, конечно. Мой самый любимый канал. Возможно, Юрий Дуда увидит. Да, Да, увидит Юрий даже Дуда. это. Как ты? Да. Ну, короче, это большой просто канал. Такой человек берет Но интервью самый любимый. людей. Шатамео. Без Конечно, обид конечно. Юры Дуда. What if you're a little kid, Connor Youngblood, age 10, and you see yourself today in the middle of Sequoia Park by the trailer, sitting by the Crying fire already. like a hobo, speaking Russian. What would you say? Are you okay? Do you need help? Blink twice if you're in trouble. No, it's just the smoke. Well, what I That's a think, good I think I'd be proud of myself. Горжусь со мной. Я горжусь собой. Собой. What do you- Я what do you call it? горжусь тобой, горжусь собой. But jokes aside, you say like, Proud. yeah, I think I'd be. you should be. You said 16-year-old Connor No, watching it? 10-year-old. 10-year-old. That Connor would probably be a little weirded out. 10-year-old Connor would be in shock. 10-year-old Connor wouldn't know what was happening. He would probably be confused about a lot of things, but the Russian being probably the most confusing bit. I wasn't playing music yet. I wasn't speaking any other languages. I was pretty focused on just sports and playing video games. And Which is perfectly normal. perfectly for a normal. 10-year-old Perfectly kid. normal. But I think 10-year-old Connor would at least be excited or happy that I seem to be in a happy place, right?
they'd be. It's so funny. I'm literally crying, like talking about it all. Like I'm so emotional. It's getting me so worked out thinking about how happy I am. And every time I blink, it's just tears, happy tears. But it's like we've been sitting here for like an hour or something, and it's like the first, minute that we have this amount of smoke, and it's exactly where we needed it to be. Yeah. For you to become so emotional about meeting Crying on cue. your younger self. But acting. We haven't talked. This is just me now taking a random path outside of our conversation. Acting is so hard. I tried once to be on. Oh my god! Every time I just. This hard? Okay. But acting, I tried for some show once. I had a casting, and I just remember trying to learn these lines and do this. It's just hard. I had to send in a videotape of myself just doing one scene, and I probably felt I did this scene like 100 times in my room by myself, and I'm just I'm getting so emotional thinking about it, and I realized how hard acting was. All I had to do was say 6-7 lines. I probably spent 5 hours trying to read these 7 lines in different ways just to send them 2 minutes worth of footage, and realizing how it's so hard. Acting, underratedly, one of the harder art forms there is. I think, I don't know what I'm talking about, but respect to actors. I thought it was easier than it looks easier than it is. They're good. I guess the good ones are good. There's plenty of bad actors too. So I feel like it's, it's at the foundation of it. You're either wired for that or you're not. And it like requires a special, weird, personal quality to oneself. And if you have that quality, it becomes way easier to like go with it. yeah. And I'm not really sure what exactly that quality is. It's a willingness to believe in something that you know is not true. It's like the theater, like you have to play by the rules. Like this is the window, it's not a window, obviously, that's the stage and like those people actors, but like, I feel like acting could be probably easier, but only if you're like willing to become delusional at some point by your own choice and believe in stuff that you're about to say as if that was true. The only thing I can think about is me editing this video the way where I'm asking you like a Just philosophical tears, question in the beginning, and then we do like Cuts. like 15 minutes later and you're like crying like this. You're like, it's so hard. Acting's hard. Like, Да-да-да. Это жиза. раз, два, три. Также я работаю в это лагерь датского языка и русского языка. Это очень странно, но это не очень странно. Нет, это достаточно странно. Потому Это что как очень нормальный летний американский лагерь для детей, но мы заставляем говорить по-русски. Да. Но на самом деле, я вот, например, пока ты не рассказал про это, я не знала, что такое даже есть. Поэтому можем в целом рассказать это людям, которые нас смотрят. В общем, в Америке есть пионер-лагеря, просто лагеря, как американские кемпы. В Миннесоте. Да, в Миннесоте, где можно отправить своих детей на смену в лагере, они будут говорить по-русски. Там, это даже Конор показывал фотографии. 1 месяц, 2 месяца. Да, 1 месяц, 2 месяца они будут там петь русские песни у костра, разговаривать по-русски. И Конор один из вожатых, которые работают в таком лагере. То есть Конор, Учитель в общем, тоже. Учитель, да. Да, вот. вожат в лагере русского языка, учитель в лагере. Учитель лагеря датского языка, потому что Конор еще говорит на датском и испанском. В общем, И испанском. Да. И чуть-чуть японском. Чуть-чуть. Когда я был молодой, мне пришлось изучать японский. Я не знаю, почему. Это был
единственный язык в этой школе. Просто, серьезно, Когда только я был японский. молодой... Сколько тебе сейчас лет? 35. Окей, все хорошо. Когда я был молодой. Ну, это выглядит, мало ли, может, ты еще удивительно сохранился. Ты и так уже всех смутил нас знанием языков и тем, что так скромно отсылаешь к своим музыкальным успехам. Может быть, и тут как-то Я нас еще молодой. обхитрил. Ты еще молодой. Класс, Да. хорошо. Это угол очень класс. Я занимался рестлингом, когда я был в школе, в университете. Рестлинг где на ты команде учился? Yale. Ты закончил Yale? Yale, Серьезно? Yale, А на кого да. ты учился? Yale и история американская. Господи, Конор, реально, как это все поместилось в тебя, человек? Это в Еле был рестлинг? Да, 4 года на команде рестлинга. Знаешь что, Конор, если что, я про кучу фигни, которой я занималась 1 месяц, говорю, да у меня степень, поэтому я профессиональный кто угодно, реально. После того, как я месяц закончила онлайн-курсы какие-то. Ты 4 года ходил в Еле на рестлинг и забыл про это. Не нужно иногда фокусировать на один вещь. Слушай, ну а зачем? Я не знаю. Если ты выглядит Ну. так, для меня выглядит так, что ты пробуешь разные вещи, у тебя появляется какой-то passion, какой-то интерес как бы к чему-то, и ты думаешь, окей, я просто это Да. сделаю. Вместо того, чтобы думать в 70 лет, а я мечтал попробовать балет, Да. или а я мечтал попробовать лазить по скалам, а я мечтал выучить датский. Ну, типа, что вообще? Ты просто делаешь это, и все. Свет незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома, снес у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас иной, отдача, награда за смелость, а песни довольно одной, чтоб только дома не пелось. И понять, что здесь издалека много теряется из виду, тают грозовые облака, кажется, миллионные обиды. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойнее, приятно. От жизни получать радости, скупить телеграмме.